Каким бы ни оказалось путешествие, это всегда время для размышлений. Мы получаем новые впечатления, знания, эмоции, которые обогащают и делают нас чуточку мудрее. После каждой поездки мы возвращаемся домой немного другими, ведь наш кругозор расширяется. Путешествие – это прекрасно. Всем привет, с вами Максим, и в этом видео мы отправимся в увлекательное велопутешествие. Проедем 700 километров по югу, по западу Беларуси. Стартуем в городе Калинковичи, заканчиваем в Гродно. Впереди нас ждет гравийка, асфальт, переправы, смешные моменты. Будет очень интересно. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы поехали в Полесье. Доброе утро, ребят. Как сушить обувь? Мы попали вчера под дождь. Мокрые, слюни. Уже даже эти пакеты не спасают. Но у нас настроение полное, штаны. Туалетную бумагу, либо газету в обувь запихивайте. Эта бумага забирает всю влагу. Кроссовки потом сухие. Сегодня едем до Турова. Второй день, начало. Погнали. Моем цепь, моем велосипеды. В гостинице, где мы ночевали, есть кафе «Убороть». Так же называется. Мы сейчас туда пойдем, позавтракаем нормальненько. Думали на заправку ехать, но это там только хот-доги. Хотелось нормально позавтракать плотничком, чтобы потом себя хорошо чувствовать. Погодка нормальная пока, дождя нету. Взяли с собой смазку Эпам. Ладно, шучу. Чтобы не брать большую бутылку от смазки, поэтому просто перелили в меньшую. И сейчас смазываем цепь. Ну, считаю, уже, да, пообедали, потому что время сейчас уже приближается к 2. Был хороший борщ. Филе куриное, картошка в соусе с морковкой, помидоры и компот. Вообще он меня бесит. Заплатили за все 7 рублей с каждого. Вообще шикарно. Где-то кушать полноценно, то надо искать какие-то вот такие вот столовки, кафешки. Но они работают, как правило, до 4. Да, дешево и вкусно, и прям плотничком. Мы нормально так поели. О. Дякую этому месту. Лечице, гостиница «Убороть». И кафешечка тут. Товарищ Максим чешет. Поедем в мою родную деревню, где я проводил каждое лето, раньше по детству. Вот сейчас заедем туда, называется Дуброво. Километров 8 до нее примерно. Все, поехали. Уехали. На выезде с Лельчиц велодорожка. Опа, вот так, и все, едешь. Сегодня как-то более ветрено, чем вчера. Посмотрим, что будет дальше. Но дождя нету. И это радует. Мы сегодня на расслабончике, на чиле. Если нас накроет дождь, то будем ночевать в гостишке. А дальше там вроде по прогнозам солнце должно быть. Почему именно сюда? Сейчас расскажу. Славик сам провел здесь все детство. Здесь жил дедушка с бабушкой, а работал в Лельчицах. Подъехали, он там сказал свою фамилию. И все, его там даже узнали. Сказали, ну такую фамилию мы знаем, да-да-да. По местам былой славы Славика. Так, что у нас здесь? Вот эта школа, где его Бася учился. О! Я раньше тоже тут так же разгонял. Только я на взрослике тут катал под рамы. Славик поплыл по своим воспоминаниям. Говорит, я здесь и кино смотрел, бильярд, здесь мы танцевали, здесь мы это, здесь мы то. Ну, понятно, жизнь была. Заметили там ларечек с квасом. Сейчас мы тут все проедем, просмотрим, пофотографируем. И заедем, квас разливного возьмем. Вот это будет сейчас пушечка. Кстати, если что, дискотеки-то тут и есть. Вот так вот. Вот 3 рубля. Это вам не мухры-хухры. Посмотрели центральную площадь. Сейчас едем искать домик. Такое место для Славика знаковое. Не был здесь уже сколько, 20 лет, наверное, он говорил. Нашли домик. Вот он. Приятные детские воспоминания, как говорится.
Опа, а это вот каштан, он все время сидел, песни пел. Люди шли по улице и думали, откуда звук. А я вот сидел на каштане и песни пел. Просто в душу. Просто в душу. Сейчас будем делать фотографию с родных мест. Встретил. Передаю привет вам, сосед ваш, Толя. Бабуля ваша постоянно приходила к нам погулять. Погулять приходила. Хотели попить кваску разливного. Там закрыто. Здесь вот родный кут. Думали, ну сейчас купим тоже здесь квасу. Выходной четверг просто. Все закрыто. Главное, что повидали здесь все. Двигаемся уже дальше в сторону Турова. Это уже новые носки, а вот это вчерашние, которые пережили дождь. И мы их повесили сюда, на подседельную сумку. Но так как воздух идет вперед, поэтому переложим вот сюда. Так они быстрее высохнут. Поэтому вещи, которые вы хотите, чтобы быстрее на велосипеде высушились, надо вешать на руль. И два представителя группы «Лес». Дуброво было 1510 года, Симоничи 1520 и старенькие деревушки. А сейчас тут мы нашли какой-то по карте где-то родник. Время у нас позволяет. Ой, схожу проведать, есть ли тут что-нибудь либо нету. По карте родник где-то вот сюда. Ага, вот он. Ну, комаров сразу. О, все, я пошел, потому что уже закусали меня. Комаров там тьма тьмущая. Мы тут едем по хорошей дороге. Тут, в принципе, даже нечего снимать. Тут обычная просто дорога через лес. Постоянно вот такие вот могилки. Уже я вторую такую вижу. Посмотреть, что это такое. Ой-ой-ой. А, это военное захоронение. Могила неизвестных солдат. Было интересненько. Дорога вся в камнях. Есть же такой, который насыпной там с камнями, а есть обычный такой гладкий асфальт. И вот только-только проехали эти все строительные машины, которые кладут этот асфальт. Мы по этим камушкам, по этой липкой дороге едем, и все отскакивает. Камни летят. Когда машина проезжает, наклоняю голову, и хорошо, что я так делаю, потому что пару раз мне прям камни об шлем ударялись. Пробираемся до Турова. Ехали и приехали. Памятная зона Рубеж, посвященная событиям периода Великой Отечественной войны. Время сейчас 16:54. Проехали уже 48 километров. Очень много комаров. У меня даже на новом носке осталась кровь комара. Поэтому у нас с собой вот есть такая пшикалка. Мы сейчас запшикаемся, чтобы нас не дергали. Мед. А вообще самое классное средство, которое не берет, гвоздика с водкой смешанная. Дорожки классные. Памятник. Приятный парк. Еще видеонаблюдение. Опа. Можно постоять, почитать. Страшные времена на самом деле. Хотя сейчас много где они и повторяются. Часовня в честь собора белорусских святых освящена 1 июля 23 года. Товарищ Сталин. В лесу такой запах классный. У меня рост 193, и меня было бы видно в окопе. Славика рост поменьше, меня бы, наверное, сразу стрельнули. Такие партизанские телодвижения были. Мы теперь уже в окопах. И смотрите, что мы нашли. Просто санчасть. За родину. Мешочек. Раз. Оп. Только-только сделали, потому что вот опилки даже лаком не покрыты. Туалет. Еще одна беседка. Защита от комаров. А здесь у нас что? А здесь у нас мусорка. Походить по окопам, посмотреть на пушку, посмотреть медсанчасть, побывать в лесу, остановиться, передохнуть.
Мы едем дальше. У нас 20 километров до Турова. В принципе, сделали небольшой перерывчик, походили, ноги размяли. Дождя вообще нету, солнца нету, не жарит. Все замечательно. Доехали до вот такой синей будки. Она была на карте, я ее обозначил, не знаю зачем. Там даже не написано, что это такое. Гидрологический пост номер 1. Так как здесь речка, тут измеряют уровень реки. Ну вот видите, черно-белый, это вот линейка. Вот еще одна точка, едем дальше. Да? Спрашивали, кстати, у ребят, которые уже здесь ездили по Полесью. Ну что, чем запомнилось Полесье? И дороги прямые. Мы рады этим прямым дорогам. У нас скорость прям 25-26, мы хорошо тулим. Прямая, везде лес. Опа, мостик какой-то, смотри. Там был какой-то мост. Чисто. Вот так вот едешь. Незапланированная какая-то остановка, потому что мост, может быть, какие-нибудь крыницы здесь. Написано по карте, что это экологическая тропа Царь Сосна. Не знаю, к чему мы здесь дойдем, придем. Все, погнали назад. Только если ехать на велике. Да ладно, не пойдем уже. Километр почти идти, комары начинают жрать. Полесье все-таки. Грибы. Можно наесться тут грибов, мухоморов и вообще вот такой рекавери устроить просто. Юху. Могли сейчас дойти, и там ничего такое, типа, вот тропа. Вот камешек, тропа. Опа. Да, кстати, я тут тоже чуть не поскользнулся. Остановились, думали, тут что-то близко, но нет. Полесские поля. У Славика только что вот отсюда выпал рюкзак. Я говорю, что упасть может в любой момент. И это про вещи, если что. Ну, поэтому закрепляйте. Вот так вот. Речка Ствига. И, на удивление, очень хороший асфальт. Прям очень хороший. Прям очень хороший асфальт. Вообще непонятно, будем мы сегодня ночевать в палатке, либо будем ночевать в гостишке. Вообще непонятно. Потому что вроде бы как что-то натягивается, вроде что-то уже капает. Но мы разберемся, когда приедем. Но надо посмотреть вообще место нашего ночлега, которое мы запланировали себе. Короче, как говорится, все по месту. По месту. Думаем сейчас заехать кофе попить. Дистанция 70 километров. Ай, мошка в глаз попала. Помните, мы ехали по той дороге, где асфальт делали? У меня все просто вот в этом асфальте. Я не знаю, как мы сейчас будем это отмывать. Ну и у меня эпидуру тоже захватило. О. Сейчас немножко подзарядим девайсы и кофейку чисто пахнет. Погуляем по Турову и будем искать место ночлежки. Надеюсь, дождей не будет. Хоть и обещают, ну посмотрим. В общем, сейчас время есть. Я взял себе такие рулетики. Славик взял энергетик, большой капучино, а у Славика американо. Островок безопасности и надежности — это заправки. Поставили, кстати, всю технику на зарядку. Хорошо, что есть хаб. Хаб — это вообще топ. Минут 40-50 побыли на заправке, посидели, подождали, пока зарядится техника. Выехали, и как-то так свежо стало. Максимально свежо. Юху! Туров! Ой, в Турове, кстати, тоже велодорожка. Пожалуйста, широкая полоса, которая отделена от проезжей части. Но ветер какой-то очень сильно поднялся. Мы так ехали, тепленько было. Может быть, из-за того, что мы были разогреты. Церквушка всех святых, 1801 год. Остановка, больница, все нормально, все хорошо. Здесь очень много у нас раньше было церквей. Сейчас уже как бы две. Вот это старая часть, туда дальше новая часть.
Просто вот такое знакомство. Немножко рассказала то, что эта церковь состоит из 2 частей. Здесь вот это здание, где крестят. Рассказала, что ее дочку там крестили. Держателей вот этой церкви целое семейство зовут Нарейка. И остановились тут что-то поправить. К нам подъезжает бабушка такая: давайте открою, давайте. И все, и мы заходим сюда. Посмотрели, обошли. И мы сегодня хотим поесть роллтона. Просто роллтошки вот такое забахать. Либо куда-нибудь там завалиться в кафешечку Припяти, кайфануть. Вроде второй день не сильно такой активный по достопримечательностям, но все равно, я надеюсь, видео вам заходит. Поэтому не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать. Ау, бусли сядять і нешта там говорить. Ау. Самоходка, зверобой. Что-то Туров нас не перестает удивлять. Какая-то пушка, центральная площадь, церковь, чуваки там вот с рыбалки с огромной щукой стояли. Все с нами здороваются, такие типа: привет, hello, классно. Путешествуешь, вот это вот мне больше всего нравится. Вот это общение с людьми. Добрый вечер вам. Вам добрый. А ночевать, ну, тоже ж это важко уж. У лесу ложиться. Мама з копійок яких трохи буде, білоруських. Буде. Ото мені на пиво хочете. Ну, Фермерське на там можна. Бабуся в тур проїться замкову, крестики. Ви не смієтеся, крестики у нас ростуть. От у нас недавно байкери були, то їх чоловік 50 було. А ви на великах, ну, ні, я на мотоциклах таких, сложная тема. Там домик, памятник, а тут еще баржа. Да, надо сфоткать. И со мной бежит Собакин. Сопровождение наше. Туров нас радует. Пацаны какие-то нас встретили. Мужик какой-то нам тут это все поподсказывал. До сих пор с нами бежит. прикольно, пипец. Не знаю почему, но мы выезжаем из Турова. За 500 ще. Макс говорит, все нормально, едет. Он всегда с нами, он все показывает, рассказывает. И... Тут, Владик, тут, Максим, тут, Пес? Тут. пес. Где мы? Тут. Пес. Гревел Пес. Почему город называется Туров? Потому что Кирилл Туровский. Знакомьтесь, это Кирилл. Советовали сюда подняться, потому что открывается вид. В этом здании находится музей, и внутри, как мы посмотрели по фотографиям, находятся очень древние раскопки. На вот этом пригорке находился замок. Да, с нами вот этот верный друг, который не может никак успокоиться. Едет, короче, турист. Холодненькая. Холодненькая, да. Светлая. Светлая. Друже, и оно питное. Заехали в магазин, закупились. Хорошо, что у нас есть портфельчики. В велопутешествии портфельчики — это просто незаменимая вещь. И, кстати, очень хорошо распогодилось. Даже где-то солнышко вон выглядывает. Вай, Вася, ты погляди, какая красота, а? Вот с таким видом. Вот здесь наше место. Вот здесь вот у нас будут палаточки. Сейчас мы их расставим. Покажу, что купили. Здесь у меня 2 йогурта, хлеб, роллтон, колбаски, 2 булочки и вода 2-литровая. Хотел рассказать про свой новый спальник. Это фирма Aegis Max. Он у меня хранится в подсидельной сумке в самом низу, для того, чтобы его сохранить. Перед тем, как спальник забрасывать в палатку, его надо вот так вот потрясти, для того, чтобы пух внутри спальника распределился по всем вот этим ячейкам, чтобы он принял свою такую надутую классную форму. Этот спальник стоит примерно $160. Температура комфорта плюс 3. Вот так, открываем палаточку, берем вот этот спальник, обязательно головой, ногами вперед. И вот так вот. Раз. Опа! Все.
Так, ну у меня спальничек фирмы Nature Hike, модель CV400, тут 750 пух, температура комфорта обещают +5. Ну мы посмотрим, говорится, затестим. В форме мумии, желтенький, красивый банан. Как Макс сделал, да? Немножко растрясти забыл. Открываем, быстро его забрасываем вот так вот. И быстро же закрываем, пока не пробрались комарихи. Собственно, вот такая вот простая процедура. Наши вопросы изумительного приобретения, который, кстати, посоветовал нам Александр Неделько. Просто, братуха, спасибо тебе. Вот в таком пакетике стул мизерный и весит 700 грамм. Фирма 3 Full Gear. В этом мешочке каркас и сам стул. Вот так вот, как... Вот так вот. Вот так вот. Вот так он ставится. Вот так вот. Не, ну натягивать ты умеешь, Макс, я смотрю. 2, конечно. И вот так вот наслаждается видом. Вот так Вот вот. так вот достать пивасик. Вот так вот. Надо открывать сезон. О, Иисус! Хорошая водичка. Тепленько, реально тепленько. На часах 22:47, играет музычка, и мы сейчас будем готовить ралтошу. Взяли с собой вот такой хлеб, обычно в деревнях он самый-самый вкусный. Пока Славик чистит кожуру, я буду наливать воду. Что за прикол? Не знаю. Не хочет зажигать, вроде подача газа есть, а вот эта кнопка газ почему-то не хочет зажигать. Что с ним? Газ выходит? Ну? У нас дубль 2. Какая вкуснятина. Сейчас это все кипяточком завариваем. Стало уже прохладненько. Можно и флиску даже одевать. Сегодняшний вечер завершает данное произведение искусства. Мы так его сегодня хотели. Хлеб вообще фантастика. Аккуратненько. Чикс. За сегодня проехали 80 километров. Мы завершаем, потом ложимся в наши теплые пуховые спальники, которые нас сегодня согреют. В разных палатках. В разных палатках мы не ночуем, в одной палатке. Обязательно посмотрите 2 других ролика, подпишитесь на канал. Заканчивается второй день. Было круто. Завтра еще встретимся. С вами был Максим, Славик. Всем удачи и всем пока.